Привет, друзья! Меня зовут Арсений Троицкий, и это «Живой уголок». Так получилось, что все лето я буду во всяких путешествиях, приключениях, надеюсь, что приятных приключениях. Но мы тут на РУ-ТВ все-таки решили, что было бы неплохо, если бы «Живой уголок» в летний период, по крайней мере, большую часть этого летнего периода, оставался обитаемым и каким-то образом согревался теплом моих речей. Это стало тем более актуально, что была предпринята совсем недавно попытка этот наш живой уголок закрыть. То есть нашлись там какие-то люди, естественно, в Российской Федерации, которые под предлогом того, что есть и в России какой-то живой уголок, не знаю уж, насколько живой, а насколько мертвый, но они, значит, написали письмо, я уже не помню куда, то ли в Google, то ли в YouTube, в общем, во все эти высокотехнологичные сферы, пожаловались на наш живой уголок и потребовали его закрыть. Но из этой попытки ничего не вышло, тем не менее, живой уголок мы решили в летний период не бросать на произвол. Но, с другой стороны, я не могу выходить в эфир впрямую, так как мы обычно это с вами делаем. То есть вести всякие диалоги, разговоры, отвечать на вопросы. Поэтому у нас будет живой уголок консервированный. А что хорошо годится в консервы? В консервы, естественно, хорошо годятся всякие вечные, нетленные истории. Так что никакой актуальной политики у нас летом не будет, а будут всяческие мои воспоминания и размышления по поводу друзей и знакомых. Но друзей и знакомых не в плане сплетен, а в плане посвящений, поскольку все эти друзья и знакомые – это люди известные, люди выдающиеся. Больше всего просьб было о том, чтобы я рассказал про Александра Башлачева. С Саши Башлачева мы и начнем. Скорее всего, поскольку у меня нет никакого сценария этой программы, но, в общем-то, об Башлачеве мне есть что рассказать, очень и очень много. Поэтому я думаю, что это будет довольно длинная программа, и, скорее всего, ее придется разделить. Итак, Александр Башлачев. Я сразу скажу, что встреча с Башлачевым, дружба с Башлачевым, безвременный уход Башлачева – это все одни из самых важных событий в моей жизни. Пожалуй, ни о ком из российских музыкантов я не могу сказать, что он вообще сыграл в моей жизни такую большую, очень важную роль. Познакомились мы с Башлачевым благодаря Лене Парфенову. Парфенова мы познакомились на первом фестивале Ленинградского рок-клуба, соответственно, в городе Ленинграде, в мае, по-моему, 1983 года. Подошел ко мне молодой, восторженный парень, сказал, что он из Череповца, корреспондент телевидения и так далее. Мы с ним обменялись координатами, и осенью 1984 года Леня Парфенов, надо сказать, бесстрашный человек, меня пригласил туда на телесъемку. Почему бесстрашный? Потому что в 1984 году я находился, по крайней мере, в Российской Федерации под строжайшим запретом. Был я запрещен, статьи свои публиковать не мог, с радио, с телевидения, опять же, меня попросили с центрального. Правда, в это же время в советской Латвии, в городе Риге, я был одним из ведущих программы «Видеоритмы» на тамошнем государственном телевидении. Так то была Прибалтика, это был немного другой мир. И в конце сентября 1984 года я приехал один в город Череповец, потому что Вологодское телевидение областное располагалось не в таком тихом провинциальном замшелом городе Вологда. Правда,
город прекрасный, очень красивый, все в порядке, но такой не телевизионный, скажем. А вот зато Череповец, там все эти металлургические комбинаты, индустрии и все такое прочее. Вологодское телевидение располагалось в Череповце. Там записал Леня Парфенов со мной беседу там, о молодежной музыке, обо всех этих модных делах. Я уже точно не помню, то ли перед съемкой, то ли сразу после съемки, прямо там около здания телевидения. Мы там с ним стояли, беседовали с Леней, и подошел его друг. Леня нас познакомил, звали его Саша Башлачев. Он тоже был журналист, работал в местной череповецкой газете. И тоже большой любитель музыки. Потом Леня нас оставил, потому что у него был нормальный рабочий день. И Саша Башлачев устроил мне небольшую экскурсию по городу Череповцу, и все это время мы с ним болтали. Надо сказать, что он мне сразу понравился. Сразу он мне понравился в первую очередь, наверное, потому что он был абсолютно нормальным, спокойным, свободным человеком. То есть мне довольно часто доводилось встречаться с людьми из провинции. И сам я приезжал там во всякие областные центры, и эти ребята, значит, меня находили в Москве и так далее. И, как правило, они очень передо мной робели или, значит, напротив вели себя как-то демонстративно независимо, типа там «мы сами с усами», или старались польстить и преклониться перед столичной знаменитостью. Вот ничего этого даже отдаленно у Башлачева не было. Мы с ним абсолютно на равных прекрасно разговаривали. Был интересным собеседником, эрудированный парень. В общем, никакого, ни малейшего налета провинциальности. Но это все на самом деле такая сугубая прелюдия, потому что настоящее началось вечером. Мы собрались втроем в квартире у парфеновских родителей, которые в это время были в отъезде. То есть там был Леня Парфенов, Саша Башлачев и я. И собрались мы для того, чтобы, естественно, пообщаться, выпить, закусить, а кроме того, послушать песни Башлачева, которые мне Леня Парфенов очень хвалил. Выпили, закусили, а потом, значит, расселись по местам. Башлачев с гитарой сидел на стуле, Парфенов сел в кресло, а я, как вообще человек такой вечно лежачий или полулежачий, я примостился на диване из какого-нибудь там румынского или ГДРовского гарнитура. И стал Башлачев петь песни. У Леньки Парфенова было одно смешное воспоминание на эту тему. Он не мог понять мою реакцию. То есть он просто увидел, что я по этому дивану сползаю, что я очень много смеюсь, что я, значит, строю там какие-то невообразимые рожи, и он не знал, то ли мне это все дико не нравится и возмущает, то ли наоборот я в восторге, сползаю по дивану. Я был в восторге. Я был в полном восторге, потому что, Башлачев тогда исполнил все свои ранние песни, которые на самом деле гораздо менее известны, чем его поздние песни, и тем не менее они тоже были исключительно хороши. Это были, скажем, песни о любви, влажный блеск наших глаз, все соседи просто ненавидят нас, или поезд 193, Свердловск-Ленинград и назад. Потом там были некоторые песни такие чисто бардовские, скажем, «Враги сожгли родную хату», «Грибоедовский вальс». Были некоторые песни рок-н-ролльные, которые мне, наверное, больше всего понравились, скажем, «Час прилива пробил, разбежались и нырнули, кто успел, тот уплыл, остальные утонули. А мы с тобой отползли и легли на мели, мы в почетном карауле». Тогда же он впервые, это вообще было первое исполнение одной из его самых известных песен, песни «Колокольчики», «Время колокольчиков». На эту песню как раз Сашка просил, чтобы я обратил особое внимание, и он ее спел даже 2 раза по моей просьбе, потому что это было нечто совершенно новое и совершенно ни в традициях
Ни в бардовских, ни в гребенщиковских, ни в майковских. Это было, то есть это была дверь в какую-то новую вселенную. Надо сказать, что я оценил творчество Башлачева. Я ему тут же сказал, что давай-ка, Саш, поехали-ка к нам в Москву. Надо тебя показывать всей тусовке, всем людям. У тебя потрясающие песни, ты этого всего более чем заслуживаешь, и все такое прочее.